добрались до нашего отеля в Сеуле. Вот такой вот у нас душ, умный унитаз и вот такая вот зона, чтобы умываться и чистить зубы. Тут у нас есть сейф, нам также здесь дали тапочки, чайник, большой телевизор, холодильник с 2 водичками, 2 кровати. Нам даже дали какие-то подарочки. Кстати, у нас еще есть небольшой диванчик, куда можно будет класть вещи. Здесь высоко, мы живем на 7-м этаже, и вот такой вот у нас вид. Вообще очень классный отель. Пока все здорово, можно рекомендовать. Посмотрим, что тут, конечно, будет ночью, как мы будем спать, но пока все нравится, все супер. Мы пришли в жаровню на Мендоне. Здесь безлимитно можно брать мясо разных видов говядины, там еще есть свинина. Вот там вот вы подходите и берете безлимитно, сколько хотите. Там же есть овощи, рис, напитки, соусы. Кусочек мяса и режете прямо ножницами. Они здесь это делают. Так вот кладем. Это как-то меню, что ли, у вас посварило? Она похожа чем-то на мяту, но какую-то. Короче, это очень вкусно. Это одно из немногих корейских блюд из корейской кухни, которое мне зашло. Прям нереально круто. Сейчас мы случайно оказались на ночном рынке еды в Мендоне. Я про эту улицу вообще про все вот это. Такой иконик место. Так давно типа слышала, так хотела сюда попасть. Сейчас здесь я просто реально, ну, правда, вот глаза разбегаются, потому что настолько все яркое, настолько все блестит и светится, настолько вот эти вот запахи, нереальный экспириенс. Кругом просто одни сторы, магазины, просто жесть. Какой Дубай, друзья, какой Дубай. Реально. Корея. Короче, это магазин BT21. А сейчас мы посмотрим, что здесь есть. О, вот оно. Вот оно. Зачем мы сюда пришли? You're not gonna understand. It's BTS. It's BTS Army. Это такое must-have место для всех кей-поперов, потому что здесь есть отпечатки рук участников группы BTS. Ализа у нас в прошлом, да и мне кажется сейчас все еще фанатка этой группы. И тут можно вот так вот приложить руку и посмотреть, насколько она у вас совпадает с вашим биасом, не знаю, как правильно. У него маленькие ручки. Так, давайте я пока вам покажу, что здесь есть. Ну что, ты берешь себе что-нибудь или нет? Кстати, я еще за секунду, что ли? О, чупа-чупа паста. Давай здесь сфоткаемся. О, прикольненько. С такими темпами стану фанаткой BTS. О, тут можно дать такие штуки. Excited. Так, ребят, ну я выключаюсь, потому что мне нужно сосредоточиться. Просто посмотрите, сколько здесь очков. Мы пришли в кафе Friends and Yards в районе Сонсу. Захотели позавтракать опять в европейском стиле. Да, здесь есть авокадо-тост, есть греческий йогурт, есть салаты, паста. Есть меню по QR-коду на английском с составом, так что очень удобно. Принесли просто огроменный авокадо-тост. Вот моя рука, он просто огромный. Они отдельно зачем-то сделали соус, видимо, они испугались, что он будет острый. А у сестры греческий йогурт. Вкусно? Кофе тоже вообще очень вкусный. Пришли в какой-то модный магазин. Я уже купила себе какие-то корейские духи, они очень вкусно пахнут.
благовониями. И сейчас мы идем в винтажку. Мне кажется, не идет. Да. Люди, которые не любят шопинг, вам сюда лучше не переезжать. Вы отсюда не выйдете. Вы будете просто в каждом магазине проводить по часу, полтора, все это рассматривая и выходя с пакетами покупок. О, да. Прикольно. Еще можно вот такие кликеры сделать. Я пока выбрала себе вот такой вот брелок обвес на сумку. Сейчас идем в House de Fun. Я совершенно забываю про то, что мы вообще в Сеуле, забываю смотреть по сторонам. Все-таки надеюсь, что мы сегодня все накупим и все, и эта шопинг-лихорадка у нас закончится. Сейчас еще ходили в One Million, спрашивали по поводу класса. Если кому интересно, вы можете прийти день в день, оплатить класс и пойти заниматься. Единственное, нам девушка сказала, что иногда там бывает sold out. О, вау. Вот, поэтому лучше бронировать заранее. А мы тем временем дошли до самого модного здания в Сеуле. Называется House of Nowhere. О, это, кстати, новая, последняя коллекция. Помнишь, у Киркорова такие были? Тяжелым, потому что они из металла сделаны. Ну, вот эти. Ну что, девочки и мальчики, идем пить чай и есть пирожные. Вот так вот выходите, и можно брать понравившийся аромат и послушать. Химозненько. Вот это вот очень химозненько. Еще в духи. Здесь стоят сэмплы чая, вы выбираете понравившийся, и потом выбираете вот на таком айпаде. Тут приносят, и можно посмотреть, как его будут приносить. Также здесь есть различные десерты. Сейчас мы уже выбрали себе White Sunset и Leather Boots. И выбрали себе вот такое и такое. Нам принесли чай вот в таких вот чайничках. Два разных вкуса и вот такие вот десерты. Очень нежно, очень вкусно. Какой-то персиковый, но очень химозный. Химозный? Угу. Чай, честно говоря, обычно химозный. У Лизы вообще похоже на Эрл Грей. У меня такой, конечно, дымчатый привкус, табачный, виски, что-то такое. Прикольно, тут сидишь с такой атмосферой, с таким музыкальным сопровождением. И здесь еще двигается вот этот вот арт-объект. Благодарим Фор. После того, как мы оплатили, нам принесли прощальный мини-десерт. Вот такое вот сердечко. Карамелька. Это карамелька. Каким-то мятно-чайным привкусом. Мы пришли в библиотеку в торговом центре. Я напишу, как она называется. Прикольно. То есть, по сути, это просто стеллажи с книгами в торговом центре. А, нет, да, настоящие. Просто видишь, они их не красивые. Мы на Хонде, популярном оживленном молодежном районе в Сеуле. Это студенческий район, где очень много университетов, и здесь кипит студенческая жизнь. Здесь всегда шумно, очень много молодежи. Только что мы сходили в Nike, купили сестре кроссовки, и сейчас хотим пойти покушать, потому что мы нормально не обедали.
То есть это уже у нас, получается, будет тут. Косметик-шоу на каждом шагу. Мы пришли на Хунде в какое-то место есть куриный суп. Очень мило выглядит вот эта кастрюлька с курочкой наверху. Сейчас суп должен провариться что-то типа 7 минут. Здесь стоит таймер. Нам принесли водички. Вот такое вот место. Выглядит многообещающе на самом деле, потому что такая большая кастрюля на нас двоих. Даже мне кажется, это будет очень много. Нам принесли лапшу. И, ребята, это очень вкусно. Это буквально наша куриная лапша. Просто курица, там плавает картошка, мне кажется, она еще не сварилась. И просто обычная лапша. И бульон прям топ. Лапшичка топ. Сейчас попробуем. Лапшичка реально топ. Мы в Сеульском метро. Здесь так же, как и в Пусане, закрытые станции. Что здесь удобно, ориентироваться надо вот по этим указателям. Это станция, где мы находимся, это предыдущая, и это направление, куда она едет. Вот ветка, мы находимся здесь, и нам надо ехать наверх, до Сити-холла. Сегодня у нас 29 апреля, среда. Сейчас идем завтракать. Думаю, что пойду в Starbucks. Сейчас взяла себе ванильный латте на овсяном молоке. Сестра себе взяла то же самое, только айс, сальто, сэндвич с курицей и базилик. Как мило, все такие принцессы. Тут все туристы ходят в ханбоках. Пошли вообще максимально рандомно. Вот так это все выглядит. Прям по цветам. Можно выбрать розовое, можно выбрать голубое. Еще прикол в том, что вы можете выбрать только одну юбку, померить. Если вы хотите ее поменять, то это будет стоить 5000 вон. Блин, вот как выбрать, я не понимаю. Короче, вы платите за 2 часа, по факту ходите весь день. И все это стоило... Я не пишу сколько. Girl, you look good. Очень классно. Красиво, да. Я еще взяла себе сумочку. Просто все в ханбоках. Абсолютно все. Мы пришли обедать. Заказали себе рис с сырой рыбой, салмоном. Заказали колу, нам принесли панчаны и принесли еще бульон. Миленько тут так по-домашнему. Очень красивый стол. Вообще очень вкусно здесь. А здесь просто рис и сырой салмон. Еще дают бульон рыбный. Очень вкусный, такой немножечко островатый, но прям самый еще капельку. Я довольна. Я прям реально довольна. Вкусно. Как же мне нравится микс города, как каких-то современных концептуальных зданий и природы. Очень здорово, что у них видно горы, у них очень густая растительность. Такое ощущение, что вся Корея, она про природу, про соседство какого-то мегаполиса, и в то же время вы можете немножко отъехать и найти абсолютно тихие, миленькие райончики с невысокими зданиями, с концептуальными магазинами, кафешками и в традиционном стиле, и в более современном. Те, кто любит инстаграмную красивую картинку, кто любит делать красивые фотографии и вообще вот, так скажем, живут глазами, это прямо для вас место.
на шоу Wild. Мужское шоу для девушек. Короче, как Безумный Майк, только корейский вайб. Там будут корейцы танцевать что-то типа стриптиза, go-go dance. Мне это шоу подарила подружка на день рождения. Мы просто как-то в шутку с ней обсуждали это шоу. И она такая, типа, хоп, за несколько дней до того, как я уехала в Корею, присылают мне билеты. И мы вот с сестрой теперь идем развлекаться. Короче, тема такая, если вы бронируете на Твиттер, вы просто приходите сюда, покажи. Стоите в очередь Ticket Box и говорите имя, на которое был резерв сделан билетов, ну, как бы букинг, и все, и показываете баллы. Только для женщин. 19+. 19+, хорошо, что сказать 19. Нет, сильно больше. Что здесь у нас есть? Различные фотозоны с чувачками, фотки чувачков. Господи, мерч и карточки с этими челиками. Боже, я пока не понимаю. Розовое небо, уже видно вывески и вот эти вот белые цветы на деревьях. Вообще так красиво. Видеошоу не будет, нам сказали, что там нельзя снимать, поэтому вы этого не увидите. Максимум, что будет, это наш отзыв после. Короче, вот так вот выглядит зал. Ну, это как кинотеатр. Мы сидим сбоку, но в целом должно быть все видно. Нам очень понравилось. Были места реально кринжовые. Было иногда по-гейски, но в общем впечатление положительное, поэтому реально, девчонки, рекомендую сходить. Очень смешно и весело. И вас даже могут вызвать, не обязательно покупать передние места, вы можете сидеть где-то сбоку, у вас прям девчонок там вызывали на сцену, всякие номера разные были. Были и ковбои, и летчики, и там кто-то типа мылся в душе. Очень-очень прикольно. И шоу идет где-то 1,5 часа, снимать нельзя. Там прям все жестко за этим следят, там фонариками светят в толпу. Как ни странно, было много кореянок, было много возрастных кореянок. То есть не только иностранки, как оказалось, и зал был практически полный. Вот. Поэтому на trip.com можно вроде как купить билеты. А мы идем что-нибудь поужинать. Пришли на рынок в Мёндоне, решили взять дамплинги с креветками. У кого-то принимают только наличные, поэтому если пойдете на Мёндон, берите с собой лучше наличные. Нам уже сделали. Та-дам! Ну как? Не, нормально. Очень жирно. И лук, и что? Если лук зеленый, блин. Лиза взяла себе ток-боки. Как тебе? Очень остро. Итак, сегодня предпоследний у нас полноценный день в Сеуле. Мы решили, что хотим пойти погулять в сам парк. И оттуда еще, возможно, дойдем до Итавона и еще одного райончика. Погода сегодня очень теплая. Я в шортиках, Лиза в юбке, солнышко прям греет. Кайф. Мы пришли позавтракать, пока шли в сам парк и зашли в место, которое называется Echo Sound Place. Салат с курицей, греческий йогурт с клубникой и малиной, Earl Grey, чай и айс-латте. Короче, там есть канатная дорога, но мы решили идти пешком. Вот такая дорога в горку, небольшая. Но идти довольно-таки легко.
Корейцы так бодро проходят этот маршрут, они прям бегут. Не, ну это того стоило. Прикольное место. Прям, я считаю, must have. Let's go. Мои слова были услышаны. Здесь есть кранчик для того, чтобы попить водички. Да, на работу. Мы подходим к району Итавон. Мы были вот там и вот так вот по горе спустились вот сюда. Мы шли пообедать на районе, куда мы шли. Это рядом с Итавоном. Вот так вот называется место и называется улица. Мы заказали себе томатный суп и здесь еще сырный сэндвич тост. Найс? Нет? Окей, я сейчас попробую тоже. Здесь район, мы когда смотрели рилсы, тут говорили, что вот, здесь одни локалы, эти корейцы. Здесь очень много иностранцев. Это похоже на мясной бульон и добавление какого-то порошкового супа из томата. Сэндвич нравится, максимально, очень вкусно. Мы пришли в Vintage Store, и просто, чтобы вы понимали, уровень доверия корейцев. Все это висит без продавца. То есть тут везде стоят камеры, сам выбираешь себе вещи и сам потом их пробиваешь вот здесь вот на кассе. То есть полностью самообслуживание. Берешь пакетик, тут же есть вот такие вот штучки, если хочешь померить вверх, чтобы не испачкать их макияжем, потому что корейцы с ума поэтому сходят. Не во всех магазинах можно верить верхней одежде. И также есть примерочная. Все развешено очень красиво, по цветам. Мы продолжаем искать какие-нибудь классные вещи. Винтажки на каждом шагу, на каждом. Я уже просто не могу. Я хочу зайти в каждую. I post up and that's confident. I boast up in a drop six and a ghost Royce and I pop shit. I'm a dope boy with that car trip. I came in the game and had crack on. Got babe on my back with some echo. I'm single and shit, now she lashing. I told him I'm back, I'm about you. I get focused on millions and everything. I just took me a trip out to Africa. See how we came from the mud and the bottom. I see how they counting us. I bet they never gonna do it again. Так, сегодня мы решили немножечко погулять вдоль ручья Чонджион, вроде так он называется, я не знаю, как правильно говорить на русском языке. Вот такой вот здесь вход. Все это такая вот длинная дорога вдоль ручья, пешеходными зонами, прямо в самом центре мегаполиса Сеула. Смотри, там даже рыбки есть, офигеть. Ого, слушайте, реально Офигеть. есть рыбки. Как здорово! Вау! Золотой камень какой-то. Исполнить желание. Смотрите, как много рыбы. Короче, мы вчера были в районе Итавон и проходили съемки, видимо, какой-то рекламы косметики. Там девушка-модель
шла по перекрестку вот с такой большой тубой типа крема или какой-то сыворотки, вот, ее снимали. Сегодня сейчас шли, когда от отеля до этого ручья, проходили мимо, там были какие-то съемки, там прям актер был, такой типа дедушка, у него вот какая-то грязная старинная одежда была, как будто вот что-то типа Netflix снимают или какую-то дораму. Очень-очень много стаф, очень много людей вокруг, научная группа огромная. Блин, может, Баскин Роббинс? Что делал? Пипец, блин, надо было прочитать, что написано. Баскин Роббинс, какой Баскин Роббинс? Качественное вкусное мороженое. Ну, очень много. Один билет на двоих, он стоит 6000 вон, то есть 3000 на человека. What's the name of this game? Oh, this is called Akagi. Akagi. Where are you guys from? From Russia. Russia. Oh, excellent. Okay. Платили 421 рубль за 2 кофе. Учитывая, что один еще на минеральном молоке, на декафе С тапёкой. Да, это вообще как-то очень дешево. Вот так, как попробовать. Тапёк хороший. Все, наш последний день, мы уже в аэропорту. Наш багаж, слава богу, зарегистрировали прямо до Москвы, поэтому в Пекине нам не придется выходить в город, получать багаж, заново регистрироваться, хотя у нас в билетах указано, что нужна повторная регистрация с забором багажа, но, слава богу, нам пошли навстречу, и багаж полетит прямиком до Москвы. Досмотр тоже был очень быстрым, и сейчас, чтобы доехать до нашего гейта, мы бежим на поезд автоматизированный. Короче, мы нашли Сию. Последний разок айс-латте взять. Я вообще не завтракала, я очень голодная. Короче, для тех, кому интересно, пересадка у нас за синие почти 3 часа, 2:55. И мы прошли все минут за 30, вышли из самолета, стоял сотрудник аэропорта с табличкой с нашими именами, с нашим рейсом. И в итоге мы просто шли за ними в зону трансфера. И там на отдельной стойке просто те, у кого нет талонов посадочных, вы можете зарегистрироваться и получить талон. Все это занимает минут 10 от силы. Там же проходите потом контроль, нужно будет вынуть водичку, все запрещенное, и все. И в целом вот мы уже в чистой зоне, ждем свой рейс.